Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь рецептом торта «Кучерявый мальчик». Если вам интересно, смотрите дальше. Для бисквита нам понадобятся следующие ингредиенты. Все просто, надо венчиком смешать в чаше, тут даже не надо использовать миксер. Соединяем сметану, сгущенку. Сметану можем брать любой жирности. Растительное масло добавляем. Сахар. Одно яйцо. Перемешиваем венчиком до объединения. Добавляем какао-порошок, перемешиваем. Добавляем муку и все перемешиваем до однородности. Вот такое довольно густое тесто получается. И в самом конце берем соду и лимонный сок. Лимонный сок наливаем на соду, гасим соду и добавляем в наше тесто. В целом, конечно, можно все ингредиенты просто сразу в чашу добавить, перемешать. Тут не надо никакой очередности, что первое, что последнее. Просто так удобнее перемешивать. Вначале довольно все такие влажные ингредиенты, в конце мука. Все перемешиваем еще лопаткой. Наливаем в форму. Тут можно использовать для этой порции теста или форму 20 сантиметров диаметра, или как я пекла на противне. В предыдущем видео я готовила торт, и вот эти бисквиты я выпекала на таком противне 30 на 40 сантиметров. Распределяем тесто равномерным слоем. Вот это тесто хватит максимум на противень 30 на 40. Если противень больше, то лучше тогда увеличить порцию теста. Выпекаем 170 градусов примерно 20-30 минут, смотря в какой форме выпекаем, какой слой у нас теста. Такой бисквит я испекла в 20 сантиметров форме. Как всегда, готовый бисквит заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на примерно 5-10 часов. На второй день достаем и можем разрезать на коржи. Если выпекать 20 сантиметров в форме, то нам выходит 2 коржа. Если выпекаем на противне, там уже ничего не надо разрезать, там выходит 1 корж. Бисквит получается очень ароматный. Такая интересная у него структура. Он вообще не сухой, и в то же время он не жирный. Тут влажность дает сметана и сгущенка. Как всегда, верхушку бисквиту отрезаю, во-первых, чтобы была ровная, во-вторых, чтобы не было вот эта влажная пленочка. Из одной порции теста выходит такие 2 коржа 20 сантиметров. Можно, конечно, выпекать и в форме меньше диаметра, тогда бисквит будет повыше.
Классически для крема используется только сметана и сгущенка. Но так как я этот торт готовила пробный вариант, и мне надо было, чтобы крем был более густой, я немного крем изменила и добавила там и слив, и сыр маскарпоне, чтобы крем в итоге был более густой. Если вы готовите классический вариант крема, просто взбиваете сметану со сгущенкой, в итоге получается жидковатый крем. Если готовить классический вариант кудрявый мальчик, то бисквит надо порезать на такие кубики, можно даже и кубики побольше. Сам бисквит довольно такой, как бы он эластичный, если его вот так ломать, он как бы вначале как тянется, так как внутри сгущенка. Он такой вот видно, что отличается по структуре от классического какого-то шоколадного бисквита. Если вы готовите крем по моему рецепту, если вам надо более густой крем, то мы вначале взбиваем сметану, пока получится вот такая довольно густая консистенция. И только потом добавляем сгущенку, сливки, сыр маскарпоне, лимонный сок и в самом конце загуститель для сливок. Все надо взбивать до такого довольно густого состояния. Конечно, крем не будет очень густой, как просто сливки или любой крем-чиз. Он будет более такой жидковатый, но в то же время он будет более густой, чем просто сметана со сгущенкой. Лимонный сок добавляется сюда тоже для того, чтобы крем лучше взбивался и получился более густой. И если готовить вот классический вариант этого торта, то загуститель для сливок тут не нужен. Это только тогда, если вы собираете круглый квадратный торт вот с коржами. Но, как я сказала, это мне был пробный вариант. И крема, и самого бисквита, и на вкус, и на структуру, консистенцию. Поэтому я и в этом классическом как бы варианте использовала густой крем. Тут просто берем какую-то посуду, каждый кубик немного обволакиваем в этом креме и ставим в блюдо, где поставлена пищевая пленка. В оригинале торт «Кудрявый мальчик» собирается без блюда, а просто на тарелку ставятся кубики, которые обволакивается в креме и собирается такая как башня. Тут не надо даже, чтобы она была ровная, наоборот. Кудрявый мальчик получается визуально тогда, когда остаются вот такие неровные места. Мой вариант, как я собираю в этом блюде, визуально получается как торт панчо. У меня такой купол в итоге получается, а кудрявый мальчик надо собирать вот без формы, вообще просто на тарелку. Но я собрала вот так, потом немного поставила в холодильник стабилизироваться на примерно 30 минут, поставила вот на тарелку. Вот видите, он такой как купол. Потом поливаем шоколадом, но чтобы шоколад был более эластичный в разрезе, мы немного к шоколаду добавляем растительное масло. Получаем глазурь гурме. И когда она остыла до комнатной температуры, эта глазурь, мы поливаем торт, и как бы образуются вот эти кудряшки. Но, конечно, так как я торт собирала в куполе, мне в конце получился более похож на торт панчо визуально, а не на торт «Кудрявый мальчик». Вот это отличие этим двум тортам визуального есть в том, что панчо собирается в форме, в куполе, в блюде, а торт «Кудрявый мальчик» просто на тарелке. И когда мы поливаем вот эти кубики, кучу из кубиков шоколадом, образуется вот такая имитация кудряшек. Мы свой торт пробовали после 30 минут, как я его собрала. Не дождались, чтобы он стабилизировался. Получается очень вкусный, нежный торт. Можно чувствовать, что там присутствует сгущенка, сметана. И вот, да, это корочка из шоколада, это вкус шоколада. Тут тоже как бы вот надо, чтобы было. Есть такая своя особенность в этом вкусе.
мне примерно описали вот этот вкус, состав. И вот, на мой взгляд, этот рецепт самый-самый такой подходящий из всех, которые я встречала, которые я читала. Если вы, может, даже пробовали этот торт классический, торт «Кудрявый мальчик», можете в комментариях написать этот вкус, состав. Я искала рецепт, чтобы сгущенка была и в бисквите, и в самом креме, чтобы был вот этот вкус сметаны, сгущенки. По описанию мне показалось, что это есть вот тот классический вкус кудрявого мальчика. Я, конечно, не знаю, есть ли похож этот вкус на тот настоящий классический кудрявый мальчик, но мне очень понравилось сочетание сгущенки, сметаны и шоколада. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!